Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, приветствую вас. Добрый день, Александр. Андрей Алексеевич, прям с места и в карьер. Слушайте, подозрение Ермаку, злому, великому и ужасному. Я давно не видел Ермака в таком расположении духа. Явно, что его вчера накрыли внезапно. Явно, что на лице у него, в общем, и растерянность, и унижение, и злость, и все вместе. И это все, скажем так, пестрило из его фейса. И явно кому-то он звонил. Наверное, кому? Шону Пену, судя по всему, с кем ездил на фронт, или кому-то под псевдонимом или аббревиатурой R1. В общем, непонятно. Но ясно, что, в общем, ситуация очень резонансная. Как вы оцениваете произошедшее? Насколько удар по Ермаку является ударом по черной вертикали Зеленского, и чем это чревато для его управленческих возможностей, и, собственно, положении в текущей ситуации? Вы ящерицу видели, да? Вот какая особенность у ящериц? Ее кто-то за хвост ухватит, и она хвост оставляет в руке того, кто ухватил, убежал, а потом хвост вырастет. Вот ситуация с Ермаком и Зеленским где-то напоминала ящерицу. После провала попытки лишения НАБУ и САП процессуальной самостоятельности, когда сначала приняли закон о лишении их этого дела, а потом через неделю вернули им все права после картонкового Майдану, НАБУ перешло в контрнаступление. И вот кульминация этого контрнаступления была ситуация 28 ноября 2025 года. В этот день явились детективы НАБУ прямо на Банково. И не поверите, Александр, совершенно случайно там оказался рояль в кустах. Миша Ткачество с снимальной группой в 6 утра. Ходили они, говорит, он с Татошей и Кокошей по бульвару проходил, понимаете. И тут, вот, ребята, куда? А можно с вами? Проходи, Миша, нет вопроса. Снимали всю эту процедуру. Как там удошники бегали, каких там набушники предупреждали, что вы нам заважаете. В конце концов, они туда зашли. Был сенсационный репортаж о том, что якобы проводили следственные действия. Но, правда, Миша потом сказал, что в самом офисе не было. А вот на квартире у Ермака были. И поскольку ситуация была ужасно резонансной, на следующий день президент Зеленский уволил Ермака с должности. Это несмотря на то, что он говорил, що Єрмак – це потужний менеджер. Працює 24/7 на країну. Правда, не вказав на какую. Щоб ми разом прийшли, ми разом з ним підемо. І вже казали, що він вічний наш Андрій Борисович. Как это? Вот? Только с президентом вместе, знаете, в комплекте. А тут только раз, и его уволили. Если вы обратили внимание, после этого практически 5 месяцев Ермака никто не трогал. Из чего знающие люди сделали вывод, что его уволили не просто так, а в качестве договоренности, что, дескать, Андрей уйдет, вы о нем забываете, он никуда больше не лезет. Все. Не, так он начал напоминать о себе, на фронт ездить с артистами, включаться там по скайпу. Это такое дело. Личный пиар, личный пиар, Александр, не в счет. Я большой адвокат, вот это вот все. Ты защитник солдат и офицеров. Да. Это такое дело. Это твой личный пиар, хочешь заниматься. В другом проблема была. Ты не лезешь в государственное управление. Ты отходишь от управления государством. И что произошло дальше? Не поверите. Казалось бы, Ермаку надо было залечь, прикинуться ветошью и не отсвечивать. А вы говорите, что он занялся пиаром. Это первая ошибка. Но это еще полбеды. Дальше начались проблемы у набушников. Вспомните историю с Кривоносом. Выступила общественность и сказала, что Кривонос негодяй, чтобы избежать уголовного преследования. Там кого-то он усыновил
третьим ребенком, показали эту женщину, і да, я йому дала дозвіл на усиновлення, а він потім розусиновив, після того, як уголовне діло закрили. Бігали там эти ідіоти перед НАБУ, брали інтерв'ю у набушників, що ви з цього приводу думаєте. Ну, этот наезд был откровенный, да, потом начали писать о том, что там кто-то проворовался, кто-то где-то что-то слил, потом еще как-то вот это все дело происходило. А потом была статья в «Украинской правде», что, оказывается, Ермак никуда не ушел. Что он как руководил всем, так и руководит. Что, дескать, они могли вообще, вот если бы президент дал команду, трубки от него бы никто не брал. Но поскольку команда была прямо противоположная, Ермак продолжает влиять на все эти процессы. И как мне представляется, ведь они же задумали с Зеленским хитрую комбинацию. Ермак ушел в Раду адвокатов. А там девушка управляет, которая 100 лет в обед, Лидия Изавитова. Вот. И кому-то же надо передать бразды правления. И вот Андрей Борисович туда устроился сначала просто так, потом каким-то заводделом он стал. Он начал делать карьеру в этой Раде адвокатов. Потом умные люди посчитали, что, наверное, Изавитова передаст ему ключи, когда съезд проведет. А что такое кресло головы Рады адвокатов? Александр, вы не поверите. Это автоматически ты член Высшей Рады правосудия. А попав в Высшую Раду правосудия, там уже недалеко и станешь ее головой. Представляете, и ты становишься царем над всеми судьями Украины. Любого, кто там себя плохо ведет, жалоба на него рассматривает Высшая Рада правосудия. В том числе, кстати, на судьи Высшего антикоррупционного суда. И вот в этот момент пришла бумага, пришла статья, что, дескать, Ермак никуда не ушел. Это была черная метка президенту Зеленскому. Смотри, ты не выполнил свои обязательства. Там нигде было не написано, что Криводоса обидели, там всех остальных. Ты не выполнил то, о чем мы договорились. И дальше что произошло? Дальше они берут этого дурака Броневицкого. Тот начинает рассказывать о том, что Берлинская там якобы где-то замешана в каких-то там лоббистских историях. И после этого появляется опять же на манеже все те же Миша Ткач, независимый журналист. И начинает всем читать пленки Миндича. Но поскольку слышать не все могут там разобрать, что Миша, как Ефим Капелян в фильме «17 мгновений весны», стал голосом НАБУ и начал выдавать порционно все, что там происходит. Ну, а результатом всех вот этих вот новых разоблачений, когда уже в общество завитали, знаете, вот появились новые мемы. И начали спрашивать, кто такой Андрей и кто такой Вова. Я вот тоже выставил, знаете, не представляете, сколько людей начали разные варианты сообщать. И тут Владимир Александрович опять понесло, понимаете? Вот ему бы опять успокоиться, не дергаться. И он накладывает санкции на Богдана. Появляется Богдан и говорит, минуточку, я это так не оставлю. Ждите. Я не тот Андрей, да. Не тот Андрей. Привет, Андрей. И появляется Юлия Мендель с ее разоблачениями и так дальше. И вот обратите внимание, Александр, ведь они как привыкли. Есть какая-то скандальная тема, они ее переводят, общественное внимание, на какой-то другой предмет, и чтобы люди забыли. Вот в этот раз, когда вот эти вот пленки Миндича вылезли, он раз издал указ о проведении парада в Москве. И все, народ от счастья был готов там целовать во все места. И обратите внимание, как НАБУ действует. И только не успели порадоваться, хлобысь, подозра Ермаку и следующая серия разоблачений. Самое страшное, Александр, мы уже знаем, кто такой Р2. Мы знаем, кто такой Р3. И Мы почти знаем, знаем... что такое R4. Мы даже знаем, что такое R0. И у нас осталось последний ребус. Кто такой R1? И вот я тоже сижу и думаю, кто бы это может быть? А вот, Александр, вот кто бы это мог быть?
Они его обложили красными флажками. Понимаете? Вот так вот. Любое движение, и я убежден, что у них есть голос R1 на пленках. И тут уже не Миша будет комментировать. Тут уже кто-то из таких серьезных вещей. О! Поэтому они молчат, ягнят. Молчание ягнят. Поэтому они не комментируют. Потому что они понимают, что самое страшное пойдет впереди. И последствия вот этих вот всех разоблачений, они могут иметь абсолютно непредсказуемый характер. Чем это закончится? Но то, что он полностью дискредитирован в глазах думающей общественности, это факт. Все попытки его отмазать, отбелить, там еще как-то сказать и прочее, это не работает. Вот когда Юлия Мендель начала разоблачать всех, эти дураки что начали делать? Рассказывать, какая плохая Юлия Мендель. Тупая, Ребята, тупая, да, не необразованная. вопрос. Да. Но у меня следующий к вам. Вот я стесняюсь их спросить. А как она оказалась в офисе президента? Тупая, отмороженная, вот такая вот невоспитанная. Как она там оказалась? Кто ее туда привел? Ведь Так по это уже Фейсбуку, Зеленский Андрей лично ее Алексеевич. отбирал. Нет? По Фейсбуку же. Они же По конкурс Фейсбуку. устроили, помните? Ну, то есть Да. абсолютно Теперь дальше. открыто. Скажите, когда она там кидалась на журналиста, Андрушка, и перешкоджала депутата этого, его журналистской деятельности, кто ее защищал? Кто говорил, я девочку защищаю? Когда она книжку написала, каждый из нас, президент, я рассказала, какой великий Владимир Александрович, какой аристократ с Вапнярки, Андрей Борисович Ермак, на фоне колхозника Богдана и прочего. Им все это нравилось, понимаете, в чем дело. Но они не поняли, что девушка вот сделала предложение, от которого нельзя отказаться. Они никак не отреагировали. И вот получите. Сначала она рассказала о том, кто такой Ермак. Что он там куклу Вуду носил, там какие-то, ты вот, проводил какие-то магические сеансы, там, черную магию занимался, ну и так далее. Тоже ж все смеялись, правильно? А сейчас она рассказывает о том, что Зеленский вот с ней разговаривает, раз и убежал в туалет. Через 15 минут приходит, уже такой, да, о чем мы тут разговаривали? Вот такой, что полон сил, энергии. Но я так понимаю, что он в спортзал еще забежал, там подтянулся несколько раз, там, не знаю. Гирю поднял, там, ну как-то вот, размялся. Ну, не иначе, да. Ну, не иначе, ну а как это объяснить еще? И самое интересное, знаете что? Ведь она же ничего нового не сказала. Скажите, разве за 7 лет каждый внимательный зритель не понимал, что у Зеленского нет никакого образования? Ну это ж сперло, при каждом его выступлении без бумажки, это же было видно, что человек, ну, мягко говоря, не образованный. Ну, плюс видно было его состояние, что он О том, что он странно. не умный, скажите, Александр, о том, что он не умный. Ну, вспомните, я татаров здесь, господи, с Малюком, чеченцы, понимаешь, там. Ну, умный человек такой ляпнет, или на мене там замахи на життя роблять. Хулиганы зрения лишают, спасите меня. Или заявление на Федину из Веробей, они меня хотели убить. Ну, вся страна смеялась. Но такой умный человек же не будет делать. Теперь идем дальше. Человек уравновешенный или неуравновешенный. Он чуть не подрался с Трампом в Белом доме. И с Джей Ди Венсом. Он уже был готов выйти на ринг, понимаешь, но там его там как-то так отправили, сказали, иди отсюда, ты тут нам не нужен. Он поругался со всеми, с кем только мог. С Орбаном, поругался, значит, там с этими, с британцами. Министра Бена Уоллеса там, значит, обозвал там нехорошими словами, которые говорят, ну, извините, но это же просто нехорошо. То есть человек со всеми скандалит, ни с кем не может договориться, все ему должны и прочее, прочее. То есть он ведет себя как подросток пубертатного возраста с девиантным поведением. Так может надо как-то поискать причину этого девиантного поведения. В конце концов, Андрей Иванович Пальчевский, у вас совесть есть или нет? Нет. 7 лет Андрей Алексеевич, вы нет. прячете от общественности важнейший результат. Я не понимаю. А теперь, когда об этом говорит и Юлия Мендель, все кричат, это, видите, это российские псовы. Может, и псо, я же знаю. Так, попросите Андрея Ивановича, только уже результаты, чтобы той датой, когда сдавались анализы, а не той, которая там была другая, как они там нам
втирали. И ведь это же серьезный вопрос. Все, что она наговорила, надо провести расследование. Потому что самое страшное в этой ситуации, если она сказала правду. И тогда во главе страны, во главе армии стоит человек, который злоупотребляет там, наркотиками, который психически неуравновешен, АБВГД и все прочее. Это не основание для того, чтобы его отправить в отставку и лечить, например. И вот эти все попытки, да, она такая, сякая и прочее, это не работает, ребят. А что скажут американцы? Проблемы индианцев или американцев шерифа не волнуют. Нас волнуют наши проблемы. Нет, я, кстати, с вами Должны тут быть уверены соглашусь. в том, что нами руководит адекватный человек. Я вот с вами здесь соглашусь. Это прям очень важно. Это проблема всей Украины и украинцев. Украинцев, которые за эти годы войны разорвали изнутри. Причем, внимание, вот эта гоп-компания, вот эти зеленые, которые вводят санкции на своих граждан, которые кого-то бросают, потому что, ну, не так, кого-то в СИЗО, кого-то уголовные дела, кого-то, ну, то есть, да, вот они разорвали. Эти люди, которые вместо того, чтобы, ну, нормально же, классно было, да, то есть там русскоязычные, украинскоязычные, какая разница, да, все как бы в едином порыве первый год войны, в общем, продемонстрировали единение, и это единение просто порвали. Эту страну обокрали, обворовали под кайфом, понимаете? Под кайфом. Это проблема украинцев, не американцев, не европейских партнеров. Ну, может, сейчас европейских партнеров, потому что они выделяют деньги, да, и вроде как кому вы деньги даете, возникает вопрос. Но эта проблема, с одной стороны, только наша, людей с украинским паспортом, людей, которые граждане Украины, людей, которые оказались из-за вот этого человека в такой истории, который не смог вырулить. Я много, кстати, вот смотрите, вы знаете, мое отношение к Порошенко, оно жутко негативное. Но я согласен с каждым, который вышел и сказал: ребята, если бы вот что-то было по-другому на этих выборах, ну вот такого бы не было. Может там обострение какое-то, может наоборот, может... Но вот этого ада не было бы в стране, внутри страны, если бы история обернулась по-другому. Но смех-то смехом. И тогда знали, что он принимает. Но все на фоне этой шокирующей любви одурманены очень хорошими классными лозунгами, что сейчас стало наоборот. Говорили: да нет, это штаб Порошенко, они просто такие негодяи, они там чернуху лепят, фу на него, да, фу. А у нас же светлый образ человека, который заглянет в глаза Путину и остановит войну. Александр, Юлия Мендель не сказала, что она видела, как он принимал наркотики. Но она говорит о том, что я разговаривала с людьми, которые ему носили. И якобы там есть люди, которые это видели. Я еще раз хочу сказать, что это надо расследовать. Это нельзя пропускать эту информацию мимо уха. Почему? Потому что вообще как мафия, вот как сыпется мафия. Кто-то из мафиоза нарушает закон омерты и начинает давать показания на своих боссов. И в этот момент как должна общественность реагировать? Она должна кричать: да посмотрите, у него руки в крови, он негодяй, он выполнял все приказы мафии, он стольких людей убил, как ему можно верить? Или она должна иначе реагировать? Давайте защитим этого человека, да? И он будет главным свидетелем против боссов мафии. Иного способа вывести их на чистую воду нет. И вот когда вы сейчас хейтите Юлию Мендель, когда вы хейтите Богдана, который тоже есть свидетелем всех этих, и может быть участником всех этих событий, вы тем самым создаете защиту для того, кто составляет действительно угрозу национальной безопасности, суверенитета Украины. И проявляете при этом стокгольмский синдром. Ой, таке вона рассказала, це что такое, це вот тут. Я когда их слушаю, я вспоминаю этого Володина. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Почему вы отождествляете Зеленского с Украиной? Но это же разные понятия. У нас же здесь ни царь, ни император, ни король, ни монарх какой-нибудь. Это должностное лицо, которое себя считает выше закона
Выше Конституции. Я простой пример приведу, ребят. Ну, наложил ты санкции на Порошенко. Хорошо, Порошенко же не за оружие взялся, не побежал там создавать частную военную компанию, штурмовать банк. Он пошел в суд. Ну, как в любой цивилизованной стране, правильно? Вместо того, чтобы 2 месяца рассматривать, дело рассматривалось 14 месяцев. И когда надо выносить решение, Зеленский разогнал суд. Перевернул доску, все, карте не место, все, до свидания. Скажите, так это ж Порошенко. Это бывший президент Украины. Это народный депутат, лидер политической партии, лидер фракции. Это человек со связями везде. И вы себе позволяете вот так без правил с ними играть? Ну тогда что, о чем с нам с вами говорить, Александр? Что, кто на нас в суде вообще будет смотреть? На меня мало смотрят в суде. Ну вот не буду. Я читаю других там подсанкционных лиц. Нет, ну как? смотрите, мои суды, ну это цирк. Мои суды это цирк. Мне мой адвокат говорит, Саша, говорит, надо, когда все закончится, скинут этих, тебе надо дать какую-нибудь премию. Какая там в журналистике премия в Украине еще осталась? Я говорю, а чего? Ну, они пишут в материалах суда, потому что он показывал разные точки зрения и мешал, чтобы украинцы думали одинаково о сложившейся ситуации. Ну, то есть это парадокс. Ну, Александр, еще раз хочу сказать. Воровать во время войны можно, строить династию можно, накладывать санкции на граждан Украины в неконституционный способ можно, а критиковать власть нельзя за это. Это как согласуется с Конституцией, с равенством всех перед законом? Как это? Вы понимаете? И когда слышу защитников Зеленского, я говорю, ребята, у вас стокгольмский синдром. Кого вы защищаете? Не того, кто выкрывая мафию, а того, кто есть предметом выкрытия. Вам его жалко. Сегодня с Инной Ведерниковой общался. Пишет она, компания Fairpoint, нельзя ее национализировать, потому что это там, значит, там безопасность и прочее, прочее, прочее. Я говорю, что вы пишете? Ну, кстати, Коболєв то же саме заявив, що якщо націоналізують компанію Fairpoint, то вона припинить своє існування, а цього допустити не можна. Я читаю, я не могу понять, в какой стране я живу. Ну, вдумайтесь, Александр. Есть жулик, который до 2014 года имел фамилию Данилов. Тот ли это Данилов, не тот ли, это не важно. Но он был, вот. Который, оказывается, 5 лет сидел в российской тюрьме. Но не за то, что он, значит, там против режима Путина выступал, а за то, что он шахрай. Ну, деньги, да. Деньги. Угу. Значит, потом его еще раз арестовали. Он сидел в СИЗО. И через 6 месяцев каким-то удивительным образом он оттуда выходит. А за что его посадили, он не вернул 1 миллиард 600 миллионов рублей. Он уезжает в Украину. Никто его не видит. А семья остается в России. То есть он уезжает, вы же сами понимаете, без копейки денег в кармане. И создает фирму Fairpoint, где он владелец 97,5% акций. И эта компания сегодня имеет капитализацию, где они хотят продать 30% компании за 780, внимание, миллионов долларов. Начинают разбираться, как это возможно вообще. Помните этот анекдот? Миллионера спрашивают в США, как вы заработали первый миллион? О, говорит, я приехал, у меня в кармане было 2 цента. Ну, я купил на 2 цента яблок, продал, и получилось 4. Ну ты. А это потом вот эти 4 цента купил опять яблок, получилось на 8, продал до 8 центов. Ну а далее, говорит, тетка умерла в Канаде, и 2 миллиона долларов мне оставила. Все нормально. Миллиарды гривен вкладываются в эту компанию. Государственных денег. Потому что контракты подписывает Министерство обороны. У них, извините, маржа 20%. Попробовал бы любой производитель дронов записать в стоимость своего изделия 20% прибыли. О том, кто ему контракты обеспечивал, мы же на пленках НАБУ слышали. Миндич с этим, как его, с министром обороны Умеровым. Миндич нарезает задачи министру обороны Умерову. Представляете?
А Миндич никакого отношения к Фейерпоинту не имеет. Это все Штиллерман. И вот эта компания, которая создана за государственные деньги, они теперь 30% хотят продать каким-то мутным инвесторам из Объединенных Арабских Эмиратов. Я спрашиваю, Инна, почему вы против национализации? Главный аргумент, что если его государство национализирует, значит, предприятие погибнет. Я говорю, ну это же вранье. Давайте вспомним 2016 год. Приватбанк – это был краеугольный камень финансовой системы Украины. Его национализировали. Финансовая система рухнула? Нет. Банк прекратил существование? Нет. Он работал и работает в нормальном режиме. Его докапитализировало государство, теперь его там не воруют. Теперь второй вопрос. Вот было предприятие Мотор Сич. Богуславе его продал каким-то китайцам. Они собирались демонтировать предприятие, вывести его физически. СБУ остановило, Богуслаев сидит в СИЗО. А теперь вы смотрите сквозь пальцы на то, как 30% этой компании продают каким-то мутным арабам. Для того, чтобы 300 миллионов оттуда вытянуть и раздать властникам компании Fairpoint. Это что, 300 миллионов долларов получит Штиллерман? Вам не смешно, говорю? Вам не смешно? Кого вы защищаете? Андрея и Вову, которые стоят за этой компанией, которые поставили этого фунта во главе, и которые обещают нам Москву разбомбить, блэкаут заробити. Где это все? Покажите. У него же образования нет. Он же никогда не работал ни в ракетостроении, ни в самолетостроении. Какой он главный конструктор? Чего он там может наглавничать? Все захищают, это такое вот, бачите, это такое вот. Ну, это ровно так же, как и понесли против Менделя о том, что она русское ПСО и так Я далее. к чему веду? Послушайте, Отовсюду. меня вообще Мендель не волнует, это ее личное дело. Но она изложила публично факты, которые требуют проверки. От них нельзя отмахнуться. Нет, смотрите, Она мы говорит, я все свидетель вот таких сфокусировались. вещей. Внимание, тут очень важный момент. Смотрите, конечно, самое резонансное – это про употребление. Но в интервью Такеру Карлсону, причем мне так нравится, все абсолютно. Мне очень... Вообще, я не понимаю, как это... Нет, я понимаю, как это работает, потому что там одни ресурсы под этими, другие ресурсы под теми, третьи преследуют такие интересы. Я это все... Ну, примерно я так не знаю точно, да, но примерно ориентируюсь. Особенно порадовал, я так смеялся, вот этот российский ТАСС, Государственное информагентство, они берут интервью у Азарова и говорят о том, что это Трамп, короче, Ермака, ну, так сказать, набу тылил. Но, смотрите, это все россияне как бы читают. Понятно, что они вообще не в контексте, и ну, это выглядит как защита. Антирейтинг Трампа в Украине очень высокий, соответственно, если говорить во всеуслышание, что это Трамп против Зеленского, Ермака, это только поднимать ему... Короче, в общем, они не понимают, в чем дело. Но меня больше всего волнует другой момент. Мендель, кроме вот этой истории с ванной комнатой, где становится хорошо и бодро Зеленскому, кроме этого, они, ну вот в этом интервью обсуждали же очень, очень тяжелые и гораздо более страшные вещи. Во-первых, он пришел и сказал: я здесь навсегда. Ну, они навсегда. Во-вторых, приходит какой-то министр... пропаганда. Во-первых, ну, это во-первых. Во-вторых, приходит министр какой-то, а там сумка с долларами. Сумка с долларами. И тут говорит: а вот зарплата тебе. Зачем тебе? Вот, ну, давай вот так, кэшем. То есть это нонсенс, это разрыв. Но и геббельсовская пропаганда, это же просто, ну это жемчужина этого всего. 1000 человек будут говорить... которые будут врать, будем называть вещи своими именами. Они должны убедить население в том, что это все хорошо. Так мы в этом живем. Жили, получается, и живем сейчас. Что нового, Александр? Новое... Ничего. Но это надо, но это свидетель. Вот это свидетель. Ее надо вызывать, и она должна давать показания. Так же, как Богдан должен давать показания. Вот члены мафии, члены зеленой шайки, пускай выгнаны оттуда, они должны давать показания. Иначе эту мафию, эту банду невозможно никаким образом разоблачить.
Они и дальше будут вот считать, что им все можно. Понимаете? И ведь самое страшное, когда мы говорим, ведь они, если бы они даже вот строили эту династию на свои. В конце концов, Зеленский же не бедный человек, правильно? Чернышова деньги есть. Как он с Миндичем говорит, и Миндич говорит, так у него 10 тысяч долларов он только на обслуживание своей семьи в месяц тратит. Достали бы свои деньги из-за рубежа, которые у них там есть, и строили бы. Это было бы некрасиво, но по крайней мере, претензий было бы меньше. Но они же, в чем их НАБУ обвиняет? В том, что они отмывали украденные деньги. Украденные на энергетике, украденные на оборонке, украденные у армии деньги. И вот эти деньги достает Миндич из кармана и расплачивается налом. А у нас есть целый Филипп Пронин, который никак не может дойти до тимчасовой следчей комиссии и объяснить, почему отмываются деньги в таких масштабах в Украине. Он то в Танзании там на кого-то охотится, то еще куда-то улетел на какое-то сафари. Все, его нет, он никуда не ходит. Вот в чем беда. Если эту мафию никто не будет разоблачать изнутри, это может сделать НАБУ и вот эти вот свидетели, которые начали проявляться, тогда ничего не будет. Тогда у нас никаких шансов вырваться из этого из этого зеленого спрута просто нет. Ну, посмотрите, Александр. Сидят друзья президента, украли деньги, удрали в Израиль. Вывезли. Говорит, привет всем, ребята, я готов приехать, если вы мне гарантируете, что меня никто трогать не будет. Я даже могу дать показания. Ткач приехал, с ним общается. Не так ему второе подозрение выписали сегодня по поводу этой же династии. И что? Ничего. Ведь почему себя так вот эта мафия чувствует уверенно? Потому что она знает, кто у нее главный. Как в том анекдоте. Чукча знает, кто начальник партии. Понимаете, о чем дело? И не боятся ничего. Кириленко до сих пор, ему там подозру вручили, а он себе руководит антимонопольным комитетом. Стефанишина обвинувальный выступ, так она посол в США. И все они на свободе гуляют, кто не убежал. Кто их защищает? Кто им обеспечивает вот эту вот неуязвимость? Я думаю, что какой-то Вова. А вы как думаете? Путин. Ну, может быть, не знаю, Жириновский. Кто там Путин. еще? Гройсман, может быть, нет? Это Вова Путин. Они же, видите, как. Если Андрей, то Богдан, то если Вова, то Путин. Смотрите, тут какой момент принципиально важный. Значит, вы очень классно связали, что это все как бы после этого ошеломляющего указа. Мое мнение подписчики знают. Я, если честно, я был в прямом эфире, когда появилась эта новость. Я в шоке был и не мог скрыть своего ужаса от того, что происходит. Это потом уже все, вот, классно, в медийку переиграл. Это плевок в государство и государственность. Это на сайте, это канцелярия президента, это офис, это указ, это нормативно-правовой акт, да, который издает ветвь власти, институт, да, институт, не ветвь, институт власти президента. Это просто позорище, то, что мы там строим, государственность 91 года, это все просто было растоптано, но все радовались и прыгали, и чепчики вверх бросали. Вот сейчас, на самом деле, очень интересный момент для вот этой черной вертикали Зеленского. Бэк офиса президента и Буданова. Потому что Буданов, как бы видите, он в этой стороне этой истории. Он там комментирует, а может поговорить, не может поговорить Зеленский с Путиным. Но тут же, елки-палки, возникает очень понятный и простой вопрос. А с кем разговаривать? С человеком, который в ванную комнату ходит? С человеком, который обворовывают свою же армию и строят себе там усадьбы, разные там кооперативы. То есть, а с кем вести переговоры? И тут даже дело не в России, да, в самой России. Тут дело вообще к Европе вопросы, отчасти, понятно, к американцам вопросы. То есть мы получаем очень большую проблему на внешнем контуре и на внутреннем контуре таком механической власти Зеленского. Как оцените эту ситуацию снаружи и внутри?
Ну, начнем с того, что вторая сторона, о которой мы говорим, Путин, который настроил себе государственных резиденций немеренное количество, ему бы особо не рассказывать о коррупции. Потому что Навальный много чего рассказал. Он вам не Димон, о резиденциях Путина. И чем это для него закончилось, мы прекрасно помним. Там система мафиозная еще более страшная, чем в Украине. И когда мы говорим о том, с кем говорить, с кем не говорить, ну, в конце концов, он с талибами разговаривает, понимаете? Он с иранскими аятоллами ведет беседу. Ничего страшного. Поэтому с точки зрения вот так, кто это такое, у него такое страшным обликом морали, это, извините, не аргумент. Мгм. Аргументом может быть только лишь один момент, если, допустим, легитимность другой стороны ставится под сомнение. Но с этой точки зрения, я еще раз говорю, повторюсь еще раз, он легитимный президент. Конституция не предусматривает, что 5 лет и все, на второй день ты уходишь. Нет. Там написано, что ты исполняешь обязанности до обрання іншої особи. К нему вопрос другой. Почему ты выборы не проводишь? Вот это претензия главная. А не то, что он на должности президента. Он не хочет проводить выборы, и поэтому он сидит дальше. А никто не может его заставить это сделать, потому что он практически парализовал все сдержки и противовесы, которые должны быть в демократическом обществе. Парламент уже давно этот вопрос должен был решить. Конституционный суд, в конце концов, Верховный суд, Центральная избирательная комиссия. Хочешь ты, не хочешь, а будет вот так. Но когда это все не работает, а все работает «я хочу» или «я не хочу», вот тогда это называется авторитарная диктатура. И вы мне, конечно, извините, но когда на столе у президента лежат неподписанные 4 года законы, ну, лежат и все, ну, понимаешь, он там порылся, оп, нашел какой-то, о, давай подпишу, он мне нравится. И после чего народ в шоке. Через 4 года вспомнили закон о наказании за антисемитизм. Ну, как же без него? Ну, дальше же воевать нельзя, вы же понимаете, серьезный вопрос. И 4 года он его не подписывает. А есть голова Верховной Рады, который должен был подписать вместо него. Но он тоже этого не делал. Понимаете? Хотя весь механизм прописан. Но вот у них на роботе все. Когда вот председателя службы безопасности нет. И он через замов сам ее руководит. Фактически забрав ее функцию управления на себя. И так далее. Вот какую бы вы сферу ни взяли, он действует поза рамками, вне рамок правового поля. И никто не может его поставить на место. Почему? Потому что все, кто обязан был это делать, они парализованы. Кроме НАБУ и САП. Это последняя надежда, что они хотя бы могут его заставить, но хоть в какие-то рамки загнать, чтобы он что-то делал. По закону. Потому что когда вот они добрались до его ближайшего окружения, которое он не может защитить физически, вот это единственное, чего он боится на самом деле. И второй момент, конечно же, все расследования НАБУ, вы же понимаете прекрасно, с кем НАБУ работает ВКонтакте. С ФБР. А значит, все материалы, это мы сейчас только знаем какую-то часть пленок Миндича, правда? А я думаю, что все записи, они уже там имеются. У них вся картина, весь сериал уже и им известен. И финал его известен. Это, знаете, вот так вот идет по частям. Хвост рубят, да? И если он этого не поймет, то я так думаю, что в следующей серии мы услышим наконец-то голос Вовы. И будем точно знать, как его фамилия. Помните, как говорил когда-то товарищ Огурцов в фильме «Карнавальная ночь»? Так, в следующий раз, когда будете делать аллегорию, сразу называйте фамилию и место работы. Вот такие аллегории нас скоро ожидают, как мне кажется. Хорошо. Услышали Вову, поняли, что он там есть. Вы говорите о каких-то страшных последствиях. Каких? Ну, во-первых, несмотря на военное положение, расследование должно быть проведено в парламентской комиссии. Раз. Выводов может быть несколько. Есть там основания для импичмента или нет? Это очень серьезно. Кроме того, Александр, комиссия может прийти к выводу, что президент требует, например, медицинского обследования. Ведь у нас есть еще
пункта припинения повноважень, когда он не может исполнять обязанности за станом здоровья. Должна быть проведена судебно-психиатрическая экспертиза, да? Которая должна дать какое-то заключение. Поэтому на самом деле последствия будут. И какими они будут, это зависит уже, извините, от наших парламентариев. Потому что сейчас мяч будет на их стороне. Ибо НАБУ обратиться с этими материалами, я так понимаю, именно в Верховную Раду. Игнорировать их выводы и их расследование будет невозможно. И вот как будет в этих условиях крутиться вот эта зеленая верхушка, я пока не знаю. Что-то они сейчас должны придумать креативненькое. Потому что их серьезно загоняют, знаете, вот как шар в лузу в бильярде, вот они где-то вот в таком положении находятся. Им впервые не дали перебить информационным поводом то, что было до этого информационного повода. Впервые. А вот мы там указываем, и тут раз, вторая серия, и по Ермаку. И снова вернулись в ту же исходную позицию. Поэтому я считаю, что последствия будут очень серьезные. Если мы попробуем это наложить на войну и происходящее, ну вот там, с перемирием. Перемирие закончилось, 200 дронов летели сегодня по Украине, в ответ там прилетело в Оренбург в какое-то здание. Я не сравниваю там много, мало. Мне интересует другой момент. Вы же понимаете, что за это может вот все цепляться. Вот сегодня, например, Вашингтон-Пост публикует материал, говорит, что а вот там кинжалы сбивать нечем, патриотов, зарядов нет. Ну там, с ПВО... Подождите, Александр. У нас Фаерпон сейчас собирается комплекс «Лучше патриота» запустить. Вы что, отстали от жизни? Вы не читаете, вы не слушаете сообщения великого Штиллермана? Да Королев, извините, Янгель в гробу переворачивается от такого талантливейшего таланта. И я читаю наших журналистов, я не понимаю, как можно этого жулика, на котором клейма негде ставить, славить и рассказывать. Но вы тип конструктора там, боже мой, в чем? Как вам не стыдно? Неужели в нашей стране не осталось адекватных людей, которые могут разложить по полочкам и сказать, что это проходимец и жулик, вор? Точнее, не вор, нет. Зиц-председатель фунта, который существует для того, чтобы прикрывать воровство других, которые не имеют никакого отношения к этой компании. И вот эта вся рать кричит, ну можно ее национализовать. Почему нельзя? Нужно. Если вы считаете, что она является главным форпостом нашей безопасности. Александр, зачем ракета «Фламинго», которая неизвестно куда летает и долетает ли, но в которую вбухиваются десятки миллиардов гривен, когда у нас был «Нептун», которым утопили ракетный крейсер «Москва», и который показал свою эффективность. Это же тоже крылатая ракета. То, может быть, туда надо было вложить деньги? Нет? А не в самолет Ан-141 «Стриж», который мы перекрасили в розовый цвет. Теперь это, оказывается, крылатая ракета «Фламинго», в которой системы наведения нет. Ну, понимаешь, мы им покажем. Но сколько же можно украсть на этой ракете, представляете? Ну, так мне смешно было, когда на параде у Путина показывали Герань-5, как вот эти же люди, которые сегодня, это же тоже цирк, опросы составляют, потом ботов нагнали, что типа это все российское ИПСО, да, вот это я наблюдаю, конечно, тоже смешно. Вот этот же ресурс, он говорит, смотрите, это наш Фламинго, а это Герань-5. А мы просто становимся, ну, просто свидетелями, как это, эволюции, ну, то есть совершенствования. Из дрончика оно все равно неизбежно идет в какую-то, ну, типа ракетку, да, ракету реактивную. То есть брали отсюда, удешевленная ракета получилась. И везде так, да. Сейчас вот куда ни кинь, все новые представляют свои дроны. Это наш новый дрон, там турки, американцы. Еще там какая-то страна вылетела из головы. А там шахет. Ну вот иранский папа шахет у всех этих дронов, что там. Но это не суть. Меня интересует по поводу вот все-таки перемирия, которое закончилось. С одной стороны, конечно,
да, все говорят, что нас ждет жуткая эскалация на войне, что все опять вот сейчас будут бомбить, сейчас будут... Понятно. Но 3 дня можно же было не бомбить и входить в перемирие. Почему нельзя 4? Ну, смотрите, когда люди вступают в брак, то должно быть обоюдное согласие. И по-хорошему Трамп предлагал продлить перемирие. Зеленский против этого не выступал, он заявил о том, что мы будем действовать зеркально. Путин согласился до 11 мая. А сегодня уже, как вы правильно сказали, летали дроны, я их тоже видел у себя. Поэтому вот его это мало интересует, его это не интересует. Ну, если он не хочет, то не может быть перемирие в одностороннем порядке. Еще раз повторюсь, что это дело, это предмет двухсторонний. Я думаю, что Украина готова была бы остановить войну на поточной линии фронта, текущей линии фронта. Никто не будет говорить ни о границах 91 года, ни даже линии разграничения на 24 февраля 22 года. Но вы же слышали заявление российской стороны о том, что они выходят из переговоров, потому как все равно, значит, вот они требуют там вывода украинских войск из Донбасса, из Донецкой области, и пока этого дела не будет, значит, ни о каких переговорах речи быть не может. Но если это так, значит, они пытаются военным путем решить эту проблему. Ну, Мы не подождите, хотим сдавать стойте. Донбасс. С другой стороны, сегодня опять Песков говорит, Зеленский, приезжай в Москву, Путин в любое время тебя примет. А что значит примем? А вот многие, вот мысль Вы же такая, понимаете, что слово я хочу, примет, чтобы вы прокомментировали, просто интересно, Александр, слово примет насколько... имеет несколько значений. Не-не-не, не в том смысле. Ну, встреча состоится. Это не дословная цитата Пескова. Это я просто, это так вот, чтобы короче было. То встреча состоится, пожалуйста, в любое время, то есть, пожалуйста, приезжайте. Смотрите, господин Зеленский, сейчас многие сейчас цитируют от Путина, но важный момент. Я прям хочу, чтобы сакцентировали на нем. Есть версия, и она там у кого-то у меня тоже на канале звучит, что а не является, ну как вопрос риторический, а не является вот эта вся история с указом, потом щелчком по носу Зеленскому, принуждением ехать в Москву? Ну вот так в целом, комплексно. Ну, а зачем ему ехать в Москву? С какими картами, с какими козырями и с чем он туда поедет? Ну, о чем? О чем вообще сейчас разговор? Он говорит, выводи войска из Донецкой области. Зеленский говорит, не выведу. И правильно делает. Почему? Потому что если бы все ограничилось Донецкой областью, можно было бы дискутировать теоретически. Но ведь проблема же не в том, чтобы выведи войска и война закончилась. Нет. У них еще целый перечень требований, на которые мы идти не можем. Мы Например, уходим из Донбасса, они останавливают войну, мы начинаем переговоры, не приходим к согласию по остальным пунктам, и боевые действия возобновляются, но уже с новых позиций. Ну, кто нас умными назовет? Никто. Поэтому в данном случае россияне хитрые, но настолько вот эта хитрость примитивная, что ее не увидеть нельзя. Даже Зеленский, при всем его мощном образовательном потенциале, тоже это видит, как нас пытаются развести. И тут у него ума хватает не вестись на это дело. Тут я ничего не могу сказать. На это идти нельзя. Мы прекращаем войну, подписываем перемирие. На текущей линии фронта все. Дальше до свидания. О мире можем хоть 100 лет договариваться. Как в Корее до сих пор мирного договора нет. Как с Японией до сих пор мирного договора нет. 80 лет прошло после войны. Нет, мы хотим, чтобы вот вы там вот это прописали и так далее, и так далее. Ну, хотелки это такое дело. Мало ли что они хотят. Я тоже много чего хочу. Поэтому война продолжается потому, что Путин ее продолжает. Он не хочет ее останавливать. Это же понятно. Ну, а как будет дальше, посмотрим. Я вижу, что у него тоже энтузиазма не очень много осталось. Как мне кажется. По крайней мере, то, что я слышу и читаю, когда у него даже Z-сообщество кричит и ругается матом. Это о многом говорит. Многие даже бывшие активные зетники его критиковать начали. Это же, ну, это тоже определенный, знаете, вот показатель общественных настроений.
Ну, поживем, увидим. Сейчас у него выборы в Нет, сентябре. смотрите, тут же очень важный момент по поводу... Там российские выборы это как бы отдельная история, там туда ближе, может, встретимся, поговорим, но это как бы, тут дело не в российских выборах. Дело вот в позиции Украины. Вот многие сейчас говорят, что вот эта вся возня вокруг и порционность, ну, во время войны, условно, Набу и САП с Зеленским и с вот этой всей зеленой шайкой, это уже сейчас обнулила все шансы Зеленского на избрание и участие в выборах на во второй срок. Ну, то есть все. То есть сейчас уже забудьте. Ну, то есть Зеленский уже замазан и был, а после вчерашних событий так вообще, и никуда он не пойдет. Соответственно, насколько я вижу логику событий, получается, его подводят вот это, собственно, завершить войну, ну или там и уйти куда-нибудь тихонечко в лес. Или нет? Я бы не был столь оптимистичен. Александр, вы же помните, что буквально сказать, 2 недели назад был опрос, который показал 58% підтримки президента Зеленского. Попытаться понять психологию масс, которые находятся вот в информационном вакууме. Но извините, вот Мендель же, ну, я понимаю, что она хотела сказать, когда говорила о том, что вот Зеленский якобы сказал, что у меня должна быть пропаганда, как у Геббельса. Он же монополизировал фактически сегодня все средства массовой информации. И когда мы говорим о людях, у которых нет, скажем, мобильного телефона, айфона, да, которые продолжают черпать информацию с телевизора, им рассказывают, что там единственным героем есть Владимир Александрович, и где не пишут ни о каких скандалах, ни так далее, и так далее. Вот это вот эти вот слои глубинные, они обработаны зеленой пропагандой до такой степени, что проникнуть туда в солнечный свет, ну, он туда не пробивается. И я хочу вам сказать, вот я что прогнозирую? Я не исключаю, что они проведут президентские выборы в условиях военного положения. То есть его отменять не будут, внесут изменения в закон, стрелять перестанут по линии разграничения, проведут выборы быстро, чтобы никто не успел развернуть свою агитационную кампанию, попытаться вот переизбраться, а дальше будет видно. Я не исключаю такой вариант. Какие у него шансы? У него очень незначительные шансы во втором туре. И для него проблема второго тура, а проблема второго тура – это личный антирейтинг. Как Кучма победил Симоненко во втором туре? У Симоненко личный антирейтинг был выше, чем у Кучмы. И Кучма победил. Мобилизовали электорат, который коммунистов не любит на Западной Украине. Они все пришли, проголосовали. И Кучма пролетел. Извините, Кучма остался. А покажите мне сейчас кандидата в президенты реального, кто мог бы попасть во второй тур, у которого бы антирейтинг был выше, чем у Зеленского. Мы говорим, что на первом месте идет Зеленский, да, сейчас по рейтингу. На втором Залужный, на третьем Буданов, на четвертом Порошенко. И у Буданова, и у Залужного, которые имеют шансы попасть во второй тур, антирейтинг ниже. Это значит, что, скажем, избиратели Порошенко, Буданова, Тимошенко, других, они во втором туре не будут голосовать за Зеленского. Они будут голосовать за альтернативного кандидата. И вот в этом отношении у Зеленского проблема. Зачем он взял Буданова? Буданов ему нужен как страховочный вариант. Вот я вижу, что я не прохожу, поэтому идешь ты. Значит, мой электорат голосует за тебя, у тебя свой за тебя голосует. И поскольку ты не такой вот токсичный, как я, у тебя есть шанс победить во втором туре Залужного, там, либо, допустим, Порошенко или еще кого-то другого. Вот их расклад, который их сейчас волнует, как мне кажется. Потому что провести выборы в Верховный Совет, Верховной Рады, в условиях военного положения не получится. Это Конституция запрещает. А вот президентские выборы провести можно. И вот они пытаются создать такие тепличные условия для того, чтобы попытаться Владимиру Александровичу проскочить. Но вот такие скандалы уменьшают его шанс.
И делают более вероятным второй вариант, что я найду, підеш ты, Буданов. Как будет в октябрю месяцу, я пока не знаю. Смотрим. Ну, думаете, в октябре будут выборы? Да. Понимаете, есть еще один фактор. Знаете, песочные часы. Вот у тебя есть вид шанса на победу, смотрите. И вот если ты тянешь время, песочек уходит. Дальше тянуть нельзя. В 24 году, когда он отменял выборы, у него был рейтинг такой, что он мог пойти на выборы и победить, даже ничем не занимаясь. Но этого не сделал. Хотелось побольше, так сказать, посидеть. А сейчас уже половина от того, что было в 24 году. А будешь тянуть дальше, еще пару таких скандалов, еще какие-то там будут проблемы. И вообще песочек высыпется. Поэтому тянуть нельзя. Не, Александр. Не. Если он в этом году сорвет выборы, это я вам тогда гарантию даю, что он на них не пойдет. Это мой прогноз. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.